Всем огромнейший весенний привет, с вами Екатерина и Обустроено. Кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь. Кто еще не знает, где находится наша группа ВКонтакте, бегом бегите в описание. Там даны все ссылочки, даны ссылочки на группу ВКонтакте, на мою страницу, на мой инстаграм. Подписывайтесь, задавайте вопросы, скидывайте фотографии и хвастайтесь, что тоже само собой приятно. Итак, чем мы сегодня будем заниматься? Сегодня мы будем с вами проводить эксперимент. Эксперимент не случайный, и он был навеян вопросом, который мне задали в личные сообщения. Звучал он так: а можно ли тонировать изолон пастелью масляной или сухой? Вот сегодня мы протестируем с вами все, что рисует и может оставлять какой-то цветной след. И тестировать мы это будем на фоамиране и на изолоне, чтобы понимать разницу и подбирать оптимальный способ тонировки. Почему вопрос тонировки звучит сейчас, а не тогда, когда мы, например, с вами красили изолон? Мы с вами взялись за большую шляпную коробку с тропическими цветами. Ну как большими? Такими, до 30 сантиметров. Для того, чтобы они поистине могли удивить кого-то, они должны передавать те цвета, которыми цветы наградила матушка природа. То есть, если это там 50-сантиметровый пион, то он удивителен сам собой. А вот если цветочек поменьше, тогда он должен быть чуть пореалистичнее, нежели просто повторять форму лепестков. Здесь уже идет тема фактуры и тема тонировки. Итак, что мы сегодня будем чем тонировать? У нас есть сухая пастель, у нас есть масляная пастель, есть маркеры, есть фломастеры и 3 вида пигментов, колеров, которые используются для тонировки краски. Это Снежка, она знакома очень многим. Есть полифарб и есть колорит. Зачем мне так много и почему они разные? У них разный состав. Вот именно от состава будет зависеть конечный результат. Что к чему, я обязательно вам объясню. Начинаем мы с фоамирана. Я взяла 2-миллиметровый, но принцип тонировки не будет зависеть от толщины. У меня белого, к сожалению, не нашлось, есть вот такой персиковый. Тонировать фоамиран лучше кусочком поролона. Вы можете принести в жертву кухонную губку новую или обратиться к ребятам, которые занимаются производством перетяжкой мебели мягкой. У них остаются вот такие куски поролона, остатки. Они их очень часто продают именно вот килограммами. Я покупала на OLX, это какой-то аналог там Юлы, Сланда или что-то вот в России есть такое, да. Вот такие вот кусочки поролона нарезали, выбросить не жалко. У меня стоит целый мешок, мне кажется, хватит до конца дней моих. Вот так можно дешево, почти за даром обзавестись поролоном. Итак, первое. Тонировка пастелью. Если речь идет о масляной пастели, давайте возьмем оранжевый поярче. В этом случае она наносится на сухую губку. Вот такими движениями мы как будто втираем ее туда. И смотрим, что у нас получается. Никуда ничего не убегает. Все на месте. Я не буду мыть сейчас изолон и фоамиран, потому что я, откровенно говоря, не понимаю, зачем вот эти тест-драйвы водой. Мне очень понравилась фраза Ирочки Терновской, которая сказала, что относитесь к цветам как к произведению искусства. Вы же не всовываете картины в стиральную машину, не пытайтесь их там отмыть, да? Вот точно так же и цветы. Поэтому никаких водяных тест-драйвов у нас не будет. Достаточно, чтобы краска не оставалась на пальцах, не трескалась и не осыпалась. Вот этого более чем достаточно. Итак, на фоамиране, масляной пастели мы говорим да. Вот у нас все отлично, ничего никуда не убегает, все затонировалось. Теперь берем изолон. Изолон нельзя ерзать поролоном, никакой губки, на нем будут оставаться полоски. Поэтому берем безворсовые салфетки. Где достать безворсовые салфетки? Очень часто их можно найти в магазинах для нейл-мастеров, да, те, которые занимаются маникюрами. Есть маленькие, там 5 на 5, а есть большие, они прям как полотенчики. Если вы не хотите отправляться исключительно на поиски таких салфеток, возьмите обычные влажные салфетки, вытяните их из упаковки и просушите, чтобы они были сухими. Так,
Но тут дело будет обстоять сложнее, конечно. Но та же самая масляная пастель. На изолоне все это дело передается на порядок хуже. И при любом движении будет стираться. Вот что у нас получается. То есть все полностью благополучно можно стереть. Значит, масляную пастель мы используем только для фоамирана. Откладываем. Так, следующая сухая пастель. Сухую пастель наносят на влажную губку в случае с фоамираном. Нанесли. Сухая пастель позволяет получить более светлые оттенки, более плавные переходы. Она также отлично будет держаться у вас на фоамиране. Максимально закрепить на фоамиране пастель можно с помощью лака для волос. Просто аккуратно сбрызните цветок. Так, теперь ту же самую пастель тестируем на изолоне. Влажная салфетка и сухая пастель. Но тут уже сразу видно, что ничего держаться не будет, даже если высохнет. Какой-то очень незначительный оттенок, конечно, получить можно, но он будет очень-очень незначительным. Так, откладываем. И вот что будет с вашими руками. С пастелью мы закончили и поняли, что она рассчитана только на использование на фоамиране. Следующие товарищи, которыми можно делать тонкую прорисовку, это фломастеры и маркеры. Они отлично рисуют на фоамиране. Для чего они нам нужны могут быть? Например, точечки на лилиях ставить очень удобно. Или прорисовывать тонкие линии по низу для тонировочки, да, тоже вот на линиях. Растушевать это все дело можно поролоном. Ну а если вам не надо тушевать, то можно и не тушевать. То есть на фоамиране отлично держатся различного рода маркеры и фломастеры. Что такое маркеры и фломастеры по своей сути? Это пигмент и спирт. После того, как спирт выветрится, ваш пигмент уже никуда не денется. Так, тестируем теперь маркеры на изолоне. Опять-таки растушевывать это все дело лучше безворсовая салфетка. Так, смотрим, что получается. В общем-то, все замечательно держится. Дальше у нас будут колеры. Колеры замечательно держатся на фоамиране. Так, смотрите, все три колера отлично у нас зафиксировались на фоамиране. Что такое фоамиран? Фоамиран, по сути, это резина. А вот изолон это, по сути своей, полиэтилен. Поэтому и разница между ними такая. Несмотря на то, что мы их придаем им форму одинаково с помощью нагрева и склеиваем одинаково все, но материал все же разный. Так, фоамиран у нас, товарищ, беспроблемный. Продолжаем тестировать пигменты на изолоне. Итак, с чего начнем? Начнем мы со снежки. Снежка – это пигмент на водной основе. В составе у нее значатся органические и неорганические пигменты, вода и вспомогательные вещества. То есть это раствор пигментов в воде. Ну, как бы смотрите, пигмент стираться будет, но только если вы возьметесь влажными руками. То есть мочить такие цветы вообще ни в коем случае нельзя. Если взяться сухими руками,
то пигмент останется. Легкая тонировка, ну, может быть, я не совсем удачный цвет взяла, да, желтый, вот, надеюсь, вам видно. Если влажными руками, да, все сотрется, потому что сам пигмент это раствор в воде. А вот если сухими, очень даже все остается на месте. Итак, это были пигменты на водной основе, например, Снежка. А теперь беремся за пигменты, которые являются раствором в спирте, да, гликоль у них значится в составе. Это у нас пигмент Колорит. Если по-честному, он мне нравится больше. Так, смотрите, вот пигменты на спиртовой основе, будучи нанесенными на изолон, никуда не пропадают, даже если их намочить. Вот именно это их и будет отличать от тех, которые являются раствором в воде. По сути, это такой же принцип, как с маркером, да? Маркер это тоже у нас пигмент и спирт. Это вот тот же маркер, только слитый для вас в баночку. Так, следующее. Следующее это у нас пигменты Polyfarb. Они тоже значатся как раствор пигментов в гликоле, но нравится мне меньше. Я сейчас объясню почему. Polyfarb на порядок гуще, чем Колорит. Итак, смотрим теперь на результат с Polyfarb. А если не мочить изолон, то все остается на месте. Но если его намочить, то краска будет сходить. Сходить не так сильно, как в случае со Снежкой, но и держаться так качественно, как с Колоритом, она не будет. Поэтому для тонировки изолона моим фаворитом все же остается вот этот вот Колорит, который, к сожалению, как часто бывает, сняли с производства. Если сможете где-то найти остатки вот такого пигмента, он очень жидкий, хотя на нем и написано, что это колер паста. Ну, как бы на пасту он очень сильно не похож. Вот этот вот похож на пасту, они по консистенции одинаковые со Снежкой. Но вот это пока мой любимый пигмент для тонировки. Разноцветные ручки говорят вам пока-пока и желают всего самого цветочного.